Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 24-я серия аниме «Волчий дождь». Так, ну, такой повторчик по-быстренькому, что происходило с Хиге. У него там, то ли он зомбирован, то ли еще что там у него происходит, бог его знает. Но мы точно знаем, что сейчас, например, его не тронут. Да, и что у него с головой происходит, тоже не ясно. Но у меня такая теория, что его зомбировали специально, чтобы он заманивал к ним волков. Потому что вот их отпускают как Это только... 23-й. Он пронумерован. Приятели его бросили. Ну вот он пронумерован, его оставляют в покое, видите? Интересно, а он сам-то догадывается или он вообще знает? Он постоянно говорит, а почему ты со мной пошел, от нечего делать. Каждый раз, когда касается вещи его цели под... Не тронули. Они его не тронули, да? Но почему? Вот каждый раз, когда касается дела его цели подсознательной, и когда он пытается вспомнить, у него сразу голова болит. И, как бы сказать, короче, он подсознательно работает на Джагару. Не оборачивайся. Иди, не останавливаясь. Они прошли. Пустите, мать вашу! Ой! Подонок, да за такие деньги я бы мог! Понятно, взятку пытался сучить, не смог. Похоже, наши в самом деле настоящие. То есть подделка могла быть. Вы Город поняли? здесь совсем не такой, как внизу. Это да. Да. Все такое чистое, такое стройное. Просто до жути. Да, жути. Да, но чем дальше мы пойдем, тем будет опаснее. Все равно, я знаю, Чеза где-то там. Ребята, что я хотел сказать как раз. Социальный расслой, когда слишком заметен, это значит, что жизнь катится в тартарары. Сильно катится, очень жестко катится. Это что? Понятно, это какая-то секта Джагары. Классно, кстати, нарисовано. Интересно, кого она там? Где мы только не бывали, и все-таки Все-таки? я никогда не чувствовал себя настолько чужим, как здесь. Нифига себе. Каждый волосок на шкуре дыбом стоит. Ага. Никогда раньше мне не было так тревожно. Никогда Инстинкт. бы не подумал, Чего? что когда-нибудь услышу, как ты скулишь. Пошел ты, а? Просто здоровый инстинкт самосохранения. Да, нормально. Тогда можешь вернуться. Чем опаснее, тем больше щекочет нервы. Чего он его Что? провоцирует? Я вернулся сюда снова. Ну что за... Ни единого запаха, чтобы зацепиться. То бы Довели город. ни единого запаха. Довели город. Интересно, Хиге уже вернулся, чтобы встретиться с остальными? То бы, тебе бы, господи, бедный парень, а, жалко. Да и его жалко, господи, сейчас я не знаю, что может произойти. Черт, да что такое со мной происходит? Вот он пытается вспомнить, как только у него что-то пытается, все, у него голова сопротивляется этому. Его так запрограммировали. За ним следят. Интересно, вот флешбэк, я думала, жду если флешбэка. пойти к центру города, то в конце концов можно выйти к замку Джагары. Но улицы здесь чертовски сложные. Ну логично, логично. она Каждая, подумала. как две капли воды, похожа на другую. Как будто кто-то нарочно пытается нас запутать. Может, В так и этом задумано. городе есть что-то очень пугающее. Он вообще словно не для людей. Простите, Думаешь? пожалуйста. Да? Вы не подскажете, чем отсюда можно доехать до замка? Ничем. А откуда можно доехать? А нет таких автобусов. Может, что-нибудь идет рядом с замком? Деточка, да что ты? Нет у нас тут никакого замка. Угу, да, нету. Извини. Давай, давай, быстрее! Меня подождите! А, Не Как... понимаю.
Тут что-то совсем странное творится с людьми. Да жути, вы поняли? Забудь про них. Все эти люди всего-навсего зомби. Зомби? Они тут живут и ни о чем не думают, Котяра. ничем не интересуются, ничего не чувствуют. Что ты хочешь у них узнать? Много чего. Например, как может существовать город, который сам по себе только декорация? Ну это факт. Давай за мной. Ну это Ты слишком. куда? Зачем? Похоже, год нам расскажет больше, чем прохожие. Подожди! Книжный? Ясно. Может, мы найдем здесь карту города? Простите, у вас нет карты города? А вы, как погляжу, не местные. Да не волнуйтесь вы так. Было время, и я был не местным. Хотя все это было ужасно давно. Точно, и ты тоже был. А коренным жителям не нужны никакие карты на свете. Ага. Почему это? Коренные жители. Тут никого не интересует ничего, что выходит за пределы их круга. Смотрите, мы сейчас находимся вот здесь. А тут центр города, замок самой Джагары. В самой серединке. Понятно. Отрублен ото всего. И никто не... это что? И никто не Говорят, в интересуется. этом месте находится тигель. Он вырабатывает энергию для города. Тигель? Лунный тигель. Лунный тигель. И что же это за тигель такой? Кто знает. Я о нем мало что слышал. Да что такое? Почему здесь никто совершенно не интересуется собственным городом? Как будто всем вообще наплевать, что творится у них прямо под носом. Толку-то интересоваться. Пользы-то никакой. А вот своя жизнь, это и правда важно. Вы что, действительно верите, что так может продолжаться всегда? А чего бы и не продолжаться? Вы же сказали, что были снаружи города, верно? Значит, вы должны знать, что происходит с миром. Да, там просто словно дурной сон какой-то был. Это не сон. Это реальность. Если вы обе останетесь здесь, то скоро тоже перестанете беспокоиться обо всякой ерунде. Так, я беру карту. Пожалуйста, думаю, вы зря потратите деньги. Пойдем. Чем скорее вы привыкнете к этому городу, тем счастливее станете. Говорить-то он может что угодно, но он и сам не привык до конца. Знаешь, хорошо тебе. Спасибо, котяра. Уважуха. Слушайте, прикольно, да? Вот чит-код у волков. Понимают язык всех животных. А люди нет. Классно придумано. Такой, знаете, индивидуальный язык и у этих... Господи, как их... У животных разных. И у волков в том числе. А волки такие, знаете, между двумя мирами. Могут переводчиками работать. Ох, сколько бы они заработали. Даже отсюда никак не могу понять, что где. Квинт. Зафиксируй. Привет. Без стрельбы. Выжил. Вот здорово. Без стрельбы. Твою, я так и знал. Ну хватит. Ну тайм-аут. Ну хватит. Ну заколебали. Не надо. Квинт, заколебал ты уже. Стой! Но не выстрелил. Мог 1000 раз. Давай, Тобой, давай не будем напрашиваться на пулю. Через Хиги нам классно показывают, что все под наблюдением, сильно и мощно. И нигде не спрятаться и не скрыться. Классная метафора, кстати. Сейчас смотрю, вот, камера, телефон. Чуешь? Через камеру. В моем собственном доме, например, не понял, что случилось. Киба, ты меня слышишь? Не понял, что случилось. Поменять... Да, у нас тут ведут все дороги.
точно почуял их. Я почуял аромат цветов. Их разделили. Эти сволочи их разделили. Это, не знаю, произошел обрез. Они стены, они их перенаправляют, стены Да меняются. уж, похоже, мы действительно зря потратили деньги. На этой карте нет ни одной дороги, ведущей к замку. А это может значить, что единственный, кому дозволено входить и выходить из него, это аристократы и их стража. Блю. И только Чеза. по воздуху. Как она там? Надеюсь, с ней ничего ужасного не случится. Слушай, Ну, а все-таки, почему вы, волки, так любите Чезу? Должна же быть причина. Это все из-за Рая. Хиге и остальные рассказали мне, что Чеза наш проводник на пути в рай. Волки откроют дорогу к раю. Все так и есть. Когда я рядом с ней, я понимаю, что это значит быть волком. Когда я жила в Криусе, мне даже в голову не приходило, что со мной такое может случиться. В Криосе? Это был красивый городок, маленький и счастливый. Хочешь туда? Его больше нет. его больше Ничего нет. не осталось. Все сгорело дотла. С Квинтом. Жаль. Она осталась. Да. Тебе некуда возвращаться. Мне тоже. Я тоже хочу отыскать рай. Опа, вот это плохо. Мы попали. Ну, этих, кажется, сейчас скрутят. Ну вот, очередной тупик. Что за ерунда с этим городом? Везде закрыто. Девушка, вы потерялись? Беги. Нет. Из какого вы города? А какое это имеет значение? Никакого, если у вас есть жетон. Ничего страшного в этом нет. Если только вы случайно прибыли не из Фриз-Сити. Вообще-то мы из Криоса. Из Криоса? Интересно получается. Криос-то давным-давно разрушен, насколько я знаю. Нет такого города. Точно. Меня только взяли в отряд. Это был наш первый город, который мы зачистили. Зачистили? Да, выжгли там все подчистую. За что вы уничтожили город? Потому что там прятались волки. Волчья стая. А как он замечательно горел. Эх, ребята, вам гранты. Но справится ли Блю сейчас против них? Вот это интересно, сейчас справится или нет. Это те сволочи, которые уничтожили. Это волк! Ага, понятно, сенсор. По сенсорам видно. Так вот почему у них такие эти... Успокойтесь. Даже если она ушла за пределы города, им никак не улизнуть. Ну все, уже поднимут сейчас тревогу. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? А то, что ты оставила Шер одну. Это все-таки были совсем не волки. Да, да, вот. Папаша. Вот, надо рассказать обязательно. Нужно найти и рассказать ему обязательно об этом. А то он, не дай бог, кого-то застрелит. Слушайте, уже который раз они вот так сталкиваются? Хиге, ты? И слишком часто вот так Хиге? случайно сталкиваются все друг с другом, а? Блю. Привет. Что случилось? Ты ранен. Ты выбралась оттуда. Хорошо. Где остальные? Не знаю, мы разошлись. Да. Я была уверена, что мы увидимся снова. О, Но я даже не думала, что в таком месте. и так скоро, да?
Вот если бы еще папашу встретить, то была бы просто сказка. Слушайте... Я должна рассказать ему кое-что. На мой дом и семью, на его дом и семью напали солдаты из этого города. Это были вовсе не волки. Волки ни в чем не виноваты. Хиге. Эй, хочешь уйти отсюда вместе со мной? А? Мы вряд ли сможем остаться тут надолго. Но ведь ты еще не нашел остальных, так? И как же Чеза? Да к черту! Идем! Постой, да что с тобой такое? Что с тобой случилось? Следят, опять следят. Все время они следят за мной. Все время. Если честно, я за мной следят. Я за то, чтобы он свалил. Свой, Хиге. Я за то, чтобы он свалил из этого города. От него сейчас... Мы должны выбраться! Точно проблемы будут. Много. Чё они делают? Нет, вот любопытно. Что они там шаманят, интересно? Что они там алхимируют? Запах цветов. Уже близко. Понятно. Маньячит, кайфует. Ну, куда же мне здесь все-таки идти? Знаешь что, я бы на твоем месте спустился бы вниз в Нижний город бы снова. Это... Наконец-то! Чего? Теперь я смогу спуститься вниз. Во, господи, я об этом и говорю. Надо парню валить отсюда. Из-под камер и так далее. Тут они на виду. И за ними следят. У камер 100% тоже есть эти сенсоры. И крутой переход был. Мы попали. Их ждали. Быстрее. Не задерживайте. Они зафиксировали 23-го. Они Да что творится? Они зафиксировали Хиги. Надо бежать. Бежать как можно быстрее. Бежать? Но куда? Да куда угодно. Мы вообще не должны были приходить сюда. Он их привел и... И что будет, если ты убежишь? А Чеза? А все? Неужели ты бросишь их и сбежишь один? Слишком поздно. Уже поздно их спасать! Это все. Это все. Это все я виноват. Хиге. Тобе. Я сейчас прибалдею. Все. Нет, нет. Киба, конечно, будет драться, да и Цуме сможет там, но они против такого не это. Варианта нету. Варианта нет. Их ждали, все, их заманили, их ждали. Как только 23-й был зафиксирован, всех взяли под наблюдение. Цуме пока еще... Че это? С таким же ошейником. Замороженные? Из них чучело сделали, либо они замороженные. Прикиньте, как это жутко выглядит. Для него. Все с ошейниками. Все с ошейниками. Опа-на, попался. Все, этого тоже вырубили. И оглушили. Все, всех взяли, кроме Хиги и Блю. Одного хотя бы забрал. Один минус. Я не понял, она до сих пор танцует? Приди же ко мне, волк, избранный цветком. Речь о Кибе? 100% речь о Кибе.
100% о нем. Не понял. Кто это наверх так идет? Да ладно, Киба что? Ты что, всех умудрился там сгрызть? Чеза, я Вот дает. иду. Уважуха. Но Цуме слишком быстро и круто взяли. Цуме очень хитро взяли. Да. Так, ну... Я вот только одного не понимаю. Примерно все понял, но одного только не понимаю. Хиге знает, что он натворил, или не знает, что он натворил? Или он как бы... Как только он попал в город, у него мигрень в башке началась, и он сразу понял, что он натворил. Короче, мы в любом случае узнаем. Но мы знаем то, что Тобуэ, Цуме и Киба 100% уже... Все. И остались только Хиге с Блю. А, и еще если Квинт подтянется. Потому что Блю расскажет все Квинту, и все. Шоколадка, конфетка. А, и еще и... Мы совсем забыли про... А, нет. Да-да-да-да. Шер. И Лебовский. Лебовский тоже в городе. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код Гиас уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Итак, дорогие друзья, ну, в основном про эту серию, когда сейчас я ее смотрел, в основном хочется поговорить про такую вещь, как социальный расслой. Сейчас просто мы видим такой мир, где ресурсы — это самое главное. И так уж сложилось, что у аристократов это самые-самые сильные ресурсы. В основном сейчас самые крутые ресурсы у Джагары. Джагара имеет такую вещь, как тигель Луны или что-то вот в этом роде, то, что вот там сверху, да? Это источник энергии. Вот помните, прямо как у Дарси в замке были нарисованы разные исторические картины, показывающие, что люди офигенно жили вот при развитии алхимии, ну и так далее. И Джагара 100%, изучая все эти мифы, смогла воссоздать какую-то часть технологий, которая имеет просто бешеный потенциал в сборе энергии, конкретно лунной энергии. И вот она поэтому сейчас имеет вот такой классный город, в который все стремятся попасть. И когда они попадают в этот город, уже все, вот все вокруг забывается как страшный сон. Всего, вот ничего нету. Всего страдания человечества, всей планете этого ничего нету. Все. Вот это хорошо было видно. А коренные жители вообще им пофиг на все. Главное, чтобы они вот так хорошо, спокойно жили, платили налоги. И чтобы налоги не поднимались. И никому не интересно. Вот понимаете, вроде бы никто не мешает, но никому не интересно абсолютно, что происходит в мире. И знаете, очень классный показатель человеческого поведения. Даже те, кто попадает внутрь, даже в низком слое, они как-то выдыхают, понимаете? Потому что есть хоть какой-то порядок, есть хоть что-то, видимость порядка, хоть какая-то есть. Они предпочитают остаться в этой... Даже нельзя сказать, что это иллюзия. Просто они предпочитают остаться там и не думать о том, что реально происходит вокруг. И вот знаете, тут было сказано, что город ширма, что это все иллюзия. Я с этим не совсем согласен. Это же все есть. Есть безопасность. И вот из-за этой безопасности, которую люди получают внутри, они готовы забыть абсолютно обо всем, о такой вещи, как справедливость, о такой вещи, как сострадание к людям, которые остались снаружи. Абсолютно. И готовы молчать втихую. И абсолютно им наплевать, Джагара какой деспот, какой тиран и так далее. Если она, конечно, деспот и тиран. Что-то пока не кажется, что она к людям плохо относится. Кстати, давайте заметим... А, нет. К людям внутри она относится просто шикарно. Для них она все прекрасно сделала. Но она имеет страшную привычку уничтожать города, деревни. Потому что там могут оказаться волки. У нее целые формирование бойцов есть, которые просто
садистически относятся. Они же, у них же есть, господи, прекрасные глаза, линзы. Они же могут прекрасно выявлять волков. Зачем сжигать целые города? А знаете почему? Потому что им пофиг. Это был наш первый город, который мы зачистили. Выжгли там все подчистую. А как он замечательно горел. Им никто ничего не предъявит. Это самое сильное энергетическое государство. Я имею в виду княжество, которое вот это Джагары. И им никто ничего банально физически предъявить не сможет. Вот они и, скажем так, разошлись. Пошли во все тяжкие. Я о том сейчас, что люди ради безопасности готовы идти на очень многое и закрывать глаза на очень многое. Здесь это прекрасно показано. Но вот этот котяра меня вообще, вот от души котяра там появился. Как он классно сказал, что даже он пока еще не привык. Но это бедный старый человек, который еле-еле вот повезло попасть внутрь. И видели, он принес с собой частичку истинного мира. Но туда к нему никто не заходит, в библиотеку. Никто не заходит даже. Заметили? Очень круто было показано. И он вошел в эту колею и не хочет ничего вспоминать. Вот... Толку-то интересоваться, пользы-то никакой, а вот своя жизнь, это и правда важно. Да, там просто словно дурной сон какой-то был. Это не сон. Вот знаете, да, может быть, это все рано или поздно будет разрушено, но он уже настолько старый, что он не застанет этот момент и хочет банально прожить свою жизнь до конца вот в таком покое, в тишине. Вот ради такого одиночества и тишины, вот ради этого он готов вообще на все, забить абсолютно на все, что происходило, и абсолютно все забыть, и спокойно сидеть в своей маленькой библиотеке в тишине, в спокойствии. Лишь бы никого, вот лишь бы его не трогали, и лишь бы он не думал, господи, сегодня меня застрелят кто-нибудь или не застрелят, сегодня меня сожрут или нет. Говорить-то он может что угодно, но он и сам не привык до конца. И снова же винить за это никого нельзя, люди банально хотят выжить, и они на это идут. Мне понравилась сцена, когда Шер вместе с Блю прошли, как одного сцапали, и оказалось у него это поддельный жетон, который наверх идет. Стите, мать вашу! Подонок, да за такие деньги я бы мог... Ох, сколько бабла он отвалил, и фиг из два его пропустили. Да, было забавно. Ну, по сюжету, мне кажется, все прекрасно понятно. Хиге спятил, бог его знает, что у него в башке творится, примерно понятно, для чего его зомбировали, отпустили. И вот, пожалуйста, Цумэ схватили, Киба пока держится, но там из последних сил еще один вот такой отряд, на который он попался, все, ему кранты. Ну, Тобэ сразу взяли. Так что посмотрим, что будет дальше. Дорогие друзья, это была 24-я серия Волчьего Дождя. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Волчий Дождь на несколько серий вперед. Ну и, скорее всего, я 100% уже выложил всего Волчьего Дождя. С прекрасной музыкой, с великолепным кадром, который не прерывается, без маскировки и так далее. Так что удачи вам. Увидимся уже на 25-й серии. Да, точно, 25-й.